Привет, это Александр и канал «Читаем для вас». Зачем и как спать правильно? Разберемся в этом вопросе вместе с Арианой Хаффингтон в своей книге «Революция сна», объединившей лучшие рекомендации ученых всего мира. Прежде всего разберемся в том, зачем стоит следить за гигиеной сна. Одна из причин – прямое влияние некачественного сна на набор лишнего веса. Ведь недосыпание одновременно вызывает повышение гормонов голода и снижение гормонов сытости. Чем хуже мы спим, тем больший вес мы можем набрать. Вторая причина, почему стоит избегать недосыпания – снижение продуктивности. Исследователи утверждают, что 6-часовой сон в течение 2 недель снижает продуктивность до уровня человека, не спавшего сутки, а 4-часовой сон до уровня человека, не спавшего 2 суток подряд. Недосыпание делает пробуждение сложным, потому что измученный организм не собирается лишать себя ни одной минуты отдыха добровольно. Четвертая причина – недосыпание ухудшает память. Нейробиологи утверждают, чем больше бета-амилоида содержится в определенных частях головного мозга, тем сложнее вам уснуть и, соответственно, тем хуже ваша память. В книге «Революция сна» Ариана Хаффингтон упоминает намного больше причин высыпаться, но в этом видео больше сосредоточимся на 10 а точнее слип-хаках. Слип-хак 1. Превратите спальню в укромное, тихое и максимально темное место. Спальня сама по себе должна навевать сон. Сейчас можно найти специальные тусклые лампочки для верхнего освещения спальни. Если у вас нет приборов, регулирующих уровень света или специальных лампочек, можно при вечернем умывании и чистке зубов включать свет не в ванной, а пользоваться светом из коридора. Яркий свет подавляет выработку гормона сна – мелатонина. Слип-хак 2. Выработку мелатонина подавляет и свет от телевизоров, электронных книг, смартфонов, ноутбуков. Вы проводите их из своей спальни хотя бы за полчаса до отхода ко сну. Слип-хак 3. Свежий воздух воспринимается телом как сигнал к расслаблению. Оптимальная температура от 15,5 до 19 градусов. Идеальной для сна исследователи называют температуру в 18,3 градуса Цельсия. Температура выше 24 и ниже 12 градусов, согласно исследованиям, приводит к нарушению сна. Учтите это при проветривании или кондиционировании помещения. Слип-хак номер 4. Снизить вероятность возникновения расстройства сна позволит 150 минут умеренной физической нагрузки в неделю, то есть 20-30 минут в день. Гуляйте, бегайте, займитесь йогой или садоводством. Физические нагрузки – это не только усердные занятия в тренажерном зале. 5. слип-хак касается питания. Ученые рекомендуют исключить кофеин и сахар во второй половине дня. Вечером не стоит злоупотреблять острой едой. Алкоголь может вызвать более глубокий сон в первой, но обязательно приведет к расстройствам сна во второй половине ночи, поэтому не стоит принимать его в качестве снотворного. Улучшить качество сна помогут продукты, богатые магнием, например, миндаль или бананы, а также продукты, богатые триптофаном, например, морские водоросли и тыквенные семечки. Слип-хак 7. Понизить пульс и расслабиться помогут ароматы лаванды. Помимо запаха лаванды в самой спальне, можно распылить ее масло на подушку и пижаму. 7. слип-хак как раз касается пижамы. Ее стоит завести. Это может быть не только пижама, но и ночная рубашка, футболка и другая одежда, предназначенная только для сна. Мозг должен получать сигнал «пора спать» всякий раз, когда вы в нее облачаетесь. 8. слип-хак касается дневного сна. По возможности стоит добавить и его. Даже несколько минут позитивно повлияют на наше креативное мышление, сообразительность при решении задач и выявлении закономерностей и, конечно же, память. 9. предпоследний слип-хак. Не пользуйтесь смартфоном и не читайте лежа. Так мозг получает сигнал, что лежа можно не только спать, но и бодрствовать. Чем прочнее его убеждение в этом, тем больше вероятность, что ночью мозг воспримет положение лежа как сигнал «пора воспользоваться смартфоном», вместо сигнала «пора спать». Последний слип-хак касается совместного сна. Пользуясь данными исследователей сна, Ариана Хаффингтон рекомендует: делайте все, чтобы сохранить любовь, романтику и близость в ваших отношениях перед тем, как пойти в свою комнату. В книге «Революция сна. Как менять свою жизнь ночь за ночью» читатель сможет найти не только перечисленные рекомендации. Помимо слип-хаков от ведущих исследователей влияния сна на здоровье, читатель сможет узнать лучшие рекомендации от моделей, актеров, спортсменов. Прочитайте книгу целиком.
Получить скидку на покупку вы можете, пройдя по ссылке, указанной в первом комментарии к видео. Буду рад вашей обратной связи в комментариях. Какими рекомендациями по улучшению качества сна можете поделиться вы? Поддержите канал «Читаем для вас». Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайк, делитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Подписывайтесь на наши группы в Telegram и социальных сетях, ссылки на которые вы найдете в первом комментарии к видео. И до новых обзоров!